Генри Бреритон Мэриот Ватсон, болотный дьявол. Уже смеркалось, когда я приблизился к большому болоту, и белые испарения уже вовсю клубились, проносясь над низинами, подобно призракам на кладбище. Хотя я отправился в путь в состоянии безумного восторга, одинокая поездка по пустоши отрезвила меня, и теперь я был тревожно насторожен. Когда мой конь спустился по травянистым склонам, ведущим к самой пасти болота, я увидел, как тонкие струйки тумана медленно поднимаются, парят, словно привидения, над длинными камышами, а затем, постепенно сгущаясь, тяжело уносятся прочь по равнине. Вид этого места в столь безрадостный час, столь удаленного от человеческого общества и столь мрачно намекающего на присутствие злых сил, поразил меня. Я удивился, что она выбрала именно это место для нашей встречи. Она была частым гостем на пустошах, где я неизменно встречал ее, но в ее надменном капризе было что-то особенное — испытать мою преданность таким унылым свиданием. Широкая и ужасная перспектива угнетала меня сверх всякой меры, но близость ее присутствия влекла меня вперед, и мое настроение улучшилось при мысли о том, что, наконец-то, она отдастся мне. Привязав лошадь у самого края болота, я вскоре обнаружил пересекавшую его тропинку, ступив на нее, смело направился к самому сердцу топи. Тропа, должно быть, использовалась мало, так как камыши, возвышавшиеся по обе стороны далеко выше уровня моих глаз, повсюду переплетались низкими арками, под которыми я уворачивался и пробивал себе дорогу с некоторыми неудобствами и большим нетерпением. Добрую половину часа я был одинок в этой глуши, и, когда, наконец, звук, отличный от моих собственных шагов, нарушил тишину, уже опустились сумерки. В то время я двигался очень медленно, наполовину готовый повернуть назад и отказаться от этого меланхолического похода, который теперь казался мне жестокой шуткой, сыгранной ею со мной. Пока я колебался, меня внезапно остановило хриплое кваканье, раздавшееся слева, откуда-то из камышей в черной жиже. Чуть дальше оно повторилось уже совсем близко. Когда я, удивленный и растерянный, прошел еще несколько шагов, я услышал его в третий раз. Я остановился и прислушался, но болото было безмолвно, как могила. Приняв этот шум за крик какой-то хриплой лягушки, я продолжил свой путь. Но вскоре кваканье повторилось. Быстро остановившись, я раздвинул камыши и вгляделся в темноту. Я ничего не увидел, но в самый момент остановки мне показалось, что я уловил звук какого-то тела, волочащегося по камышам. Мое отвращение к этому приключению росло вместе с этим подозрением, и если бы не мое безумное увлечение, я бы непременно повернул назад и уехал домой. Жуткий звук преследовал меня с перерывами на протяжении всей тропы, пока, наконец, раздраженный сверх меры ощущением этого навязчивого и невидимого спутника, я не бросился бегом. Этого, по-видимому, существо, кем бы оно ни было, сделать не могло, так как больше я его не слышал и продолжал свой путь спокойно. Наконец моя тропинка вывела из камышей на ту самую гладкую равнину, о которой она говорила, и здесь мое сердце забилось чаще, а мрак этого ужасного места рассеялся. Равнина лежала в самом центре болота, и кое-где на ней чахлый куст или высохшее дерево возвышались, подобно спектру, на фоне белых туманов. Мне показалось, что на дальнем конце вырисовывается какое-то здание, но туман, сгущавшийся с самого начала моего пути, в этот момент опустился на меня, и видимость внезапно исчезла. Пока я стоял, ожидая, когда рассеются тучи, из самого центра тумана донесся голос, и в следующее мгновение я увидел ее. С клубами тумана, обвивающими ее тело, она бросилась ко мне из темноты. Она обвила меня своими длинными руками, и, прижав ее к себе, я заглянул в ее глубокие глаза. Мне показалось, что там, далеко в глубине, в колодцах света пляшет мистический смех, и у меня возникло то экстатическое ощущение близости к какому-то огненному духу, которое обычно охватывало меня при прикосновении к ней.
«Наконец-то», — сказала она, — «наконец-то, мой возлюбленный». Я ласкал ее. «Почему», — сказал я, чувствуя дрожь в нервах, — «почему ты проложила между нами это скорбное путешествие? И что за безумное причуда, твое присутствие в этом болоте?» Она издала свой серебряный смех и снова прижалась ко мне. «Я — порождение этого места», — ответила она. «Это мой дом. Я поклялась, что ты должен увидеть меня в моем первозданном грехе, прежде чем уведешь меня отсюда». «Пойдем же», — сказал я все видел, давай покончим с этим. «Я знаю тебя, знаю, кто ты такая». От этого болота у меня щемит сердце. Не дай Бог тебе провести здесь еще хоть день. «Пойдем». «Ты торопишься», — крикнула она. «Тебе еще многое предстоит узнать». «Посмотри, мой друг», — сказала она, — «ты, знающий меня, знающий, кто я. Это моя тюрьма, и я унаследовала ее свойства. Неужели тебе не страшно?» В ответ я притянул ее к себе, и ее теплые губы прогнали мрачное ночное настроение. Но промелькнувшая в ее глазах мимолетная издевка поразила меня, словно вспышка молнии, и мне снова стало холодно. «В моей крови течет и болото», — прошептала она, — «болото и его туман. Подумай, прежде чем клясться мне, ведь я — туча в звездную ночь». Гибкое и прекрасное существо, осязаемая теплая плоть, она подняла свое волшебное лицо к моему и жалобно умоляла меня этими словами. Ночные росы застыли на ее ресницах и, казалось, взывали ко мне, прося сострадания к ее жалкому и одинокому положению. «Смотри!» — воскликнул я. «Ведьма или болотный дьявол, ты пойдешь со мной. Я знал тебя на пустошах, как бродячее видение красоты. Большего я не знаю, большего и не прошу. Мне все равно, что означает это мрачное прибежище, и что значат эти странные, мистические глаза. Твои силы и чувства выше моих, твоя сфера и привычки так же таинственны и непостижимы, как и твоя красота. Но эта красота, сказал я, моя, и мир, который принадлежит мне, станет также и твоим». Она приблизила свою голову к моей с нелепым, шутовским жестом, и ее блестящие глаза взглянули на меня внезапной вспышкой, напомнив о великие небеса. Капюшон кобры. Вздрогнув, я отшатнулся, но в этот момент она отвернулась и устремила взгляд на туман, который густыми клубами катился по равнине. Бесшумно огромное облако поползло на нас, и я, совершенно ошеломленный и встревоженный, молча наблюдал за тем, как она смотрит на него. Казалось, она ждала какого-то знамения ужаса, и я тоже затрепетал в страхе перед его приближением. Затем внезапно из темноты раздалось то самое хриплое и отвратительное кваканье, которое я слышал по пути сюда. Я протянул руку, чтобы взять ее за руку, но в то же мгновение туман накрыл нас, и я зашарил в пустоте. Что-то похожее на панику охватило меня. Пробиваясь сквозь слепую тьму, я бросился по равнине, зовя ее. Вскоре вихрь пронесся мимо, и я увидел ее на краю болота. Ее рука была поднята, словно в повелительном приказе. Я подбежал к ней, но остановился, пораженный и потрясенный страшным зрелищем. Внизу, у сочащихся влагой камышей, скорчилось маленькое приземистое существо, похожее на чудовищную лягушку, которая кашляла и задыхалась в своей глотке. Пока я смотрел, существо поднялось на ноги и обнаружило жуткое человеческое сходство. Его лицо было белым и худым, с длинными черными волосами, а тело — узловатым и скрюченным, словно от тысячелетней лихорадки. Дрожа, оно заскулило задыхающимся голосом, указывая скелетообразным пальцем на женщину рядом со мной. «Твои глаза были моим путеводителем», — протрещал он.
Неужели ты думаешь, что после стольких лет я не знаю твоих глаз? Посмотри, разве есть в тебе хоть капля зла, о которой я бы не знал? Это ад, который ты предназначила для меня, а теперь ты хочешь оставить меня ради еще большего ада. Несчастный замолчал и, тяжело дыша, прислонился к кусту, в то время как она стояла молча, насмехаясь над ним своими глазами и успокаивая мой ужас своим мягким прикосновением. «Слушай!» — закричал он, повернувшись ко мне. «Слушай рассказ об этой женщине, чтобы узнать ее сокровенную суть. Она — само воплощение этих болот. Женщина она или дьявол, я не знаю, знаю только, что проклятое болото проникло в ее душу, и сама она стала его злым духом. Она сама, живущая и молодеющая, и хорошеющая за счет него, обладает всей его силой губить, леденить и убивать. Я, который когда-то был таким же, как ты, знаю это. Какие кости лежат глубоко в этом черном болоте, кто может сказать, кроме нее? Она выпила здоровье, она выпила разум и душу. Что стоит между ней и ее желанием, чтобы она не выпила также и жизнь? Она сделала меня дьяволом в своем аду, а теперь хочет оставить меня наедине с моей одинокой болью и отправиться на поиски другой жертвы. Но она этого не сделает. Закричал он сквозь стучащие зубы. Не сделает. Мой ад — это также и ее ад. Она не посмеет. Ее улыбающиеся, безмятежные глаза оторвались от его лица и повернулись ко мне. Она протянула руки, покачиваясь в мою сторону, и в ее лице светился такой горячий и великий свет, что я, словно обезумевший от сверхчеловеческого воздействия, заключил ее в свои объятия. И тогда мною овладело безумие. «Женщина или дьявол», — сказал я пойду с тобой. Какое значение имеет это жалкое прошлое? Сгуби меня, как того несчастного, лишь бы ты была со мной. Она рассмеялась и, высвободившись, полуприжавшись ко мне, наклонилась к кашляющему существу у болотной жижи. «Пошли!» — крикнул я, подхватывая ее за талию. «Пошли!» Она снова рассмеялась серебристым звонким смехом. Она медленно пошла со мной по равнине туда, где начиналась тропа к воротам болота. Она смеялась и прижималась ко мне. Но у самого края тропы я был поражен пронзительным, хриплым криком. И вот, прямо от моих ног, это отвратительное существо поднялось и обвило своими длинными цорными руками ее тело, визжа и плача от боли. Наклонившись, я оттолкнул его от ее юбок и одним взмахом руки перевел ее через тропинку. Когда ее лицо оказалось напротив моего, ее глаза были широко раскрыты и улыбались. Затем внезапно неподвижный туман снова окутал нас. Но прежде чем он опустился, я успел заметить эту искаженную фигуру, дрожащую на краю, и белое лицо, вытянувшееся и полное безутешной боли. При этом зрелище леденящая дрожь пробежала по моему телу. И тогда сквозь желтый мрак ее тень пронеслась мимо меня на другую сторону. Я услышал хриплый кашель, смутный шум борьбы, шуршащий звук, тонкий крик, а затем засасывание слизи над чем-то в камышах. Я бросился вперед. И снова туман рассеялся, и я увидел ее, женщину или дьявола, стоявшую на самом краю и всматривающуюся с улыбкой в глазах в грязное и зловонное болото. С резким криком, вырвавшимся из моей онемевшей души, я повернулся и побежал по узкой тропе прочь от этого проклятого места. И пока я бежал, сгущающийся туман смыкался вокруг меня, а издалека, все затихая, доносился серебряный звук ее издевательского смеха.